Никогда за 20 лет я не видела их на орхидеях. И вот, пожалуйста. Но все всегда случается когда-нибудь в первый раз. Если ты присутствуешь, будь добр, не мешай. Хорошо, хоть слушаешься. Добрый день, друзья! Сегодняшнее видео хочется начать с фразы из комедии Гоголя «Ревизор». Не было заботы, так подай. А началось все так красиво, интересно и совершенно не предвещало ничего страшного. В большой комнате полка с орхидеями. И я говорю, как интересно, по потолку, а у нас белый натяжной потолок, ползут две божьих коровки. Я говорю, красиво, но не к добру. Потому что божьи коровки просто так в комнату не прилетают. Есть какая-то причина. Но это был разговор вечером, а утром я начала искать эту причину. И нашла. Там все орхидеи не пересаженные, недавно купленные. Купленные месяца 3-4 назад. Конечно, каждую орхидею после покупки я осматриваю в микроскоп. И у меня их 2. Один для того, чтобы просто посмотреть на листик орхидеи с подсветками. А второй микроскоп можно прикрепить к камере телефона, включить телефон и вот таким образом смотреть. Но я не вижу, что там сейчас происходит. Смотреть, увеличивать и делать увеличение не только 60-кратное, как у микроскопа, а с помощью телефона можно получить 400-кратное увеличение. И, конечно, я начала рассматривать все свои орхидеи. И что я нашла? Сразу на 6 орхидеях. На 2, которые сегодня здесь представлены на столе, я вам их обязательно покажу поближе, было много неприятностей, а на 4 совсем чуть-чуть. Ну так что же это за неприятности, которые я увидела на орхидее? А на орхидеях я увидела тли. И почему прозвучала именно эта фраза? Никогда за 20 лет я не видела их на орхидеях. И вот, пожалуйста. Но все всегда случается когда-нибудь в первый раз. Так при чем тут были божьи коровки? Я сразу вспомнила, что божьи коровки питаются тлей. Поэтому и искала целенаправленно. Наверное, в детстве мне нравились уроки биологии, ботаники, поэтому я очень хорошо запомнила, что божья коровка питается тлей, а муравьи, они пасут тлю. И вот если вы увидели рядом со своими цветами или божью коровку, или муравьев, ну, я понимаю, что в квартирах их нет, но есть же частные дома, и коллекцию часто выставляют на улицу. Так вот, если рядом с орхидеями появились муравьи, то это тоже признак появления тли на орхидеях, потому что муравьи пасут и охраняют ее. И
подходя к тле, они щекочут брюшко своими усиками и таким образом, ну в кавычках, конечно, доят тлю, а тля выделяет сладкую падь, ну как медовый такой раствор. Они этот медовый раствор собирают и уносят в муравейник. Поэтому и тот, и другой признак действуют. Что же я увидела на своих орхидеях? Давайте смотреть. Конечно, орхидеи на данный момент уже все обработаны. Видите вот этот листик? Это ипокусы. Я не могу сказать, что тля грызет листья. Нет, она прокалывает хоботком, выпивает сок, а вот эта сладкая падь, которую она выделяет, прямо съедает зеленый цвет листа. Тля очень много забирает соков у орхидеи. И вот это как раз сладкая падь, это то лишнее, что она выделяет и не может переработать. Вот второй лист орхидеи. Тоже, видите, поменял цвет. И еще, вот сейчас этого на листьях не видно, но они все были покрыты вот этим сладким соком. И это не маленькие капельки, о которых мы часто говорим, что это гутация или привлечение орхидей, Сём, не мешай, опылителей или отталкивание вредителей. Видите, здесь малюсенькие, крохотные капли, как будто это роса. Это орхидея черный медведь. И здесь на стволике орхидеи есть такие капельки. И, конечно, я тоже осмотрела орхидею вооруженным глазом в микроскоп. Кстати, очень интересное видео про микроскопы. Я вам оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. Я рассказываю тоже про микроскопы, а еще я рассказываю, как бороться с клещом. Так что проходите, смотрите. Вот здесь никакой тли нет. А на этих орхидеях были огромные капли, вот огромные по сравнению вот с этими. И сразу было заметно, что что-то не так. Вооружившись микроскопом, я начала смотреть. И сейчас будут вставки фотографий, которые я сделала с помощью телефона и микроскопа, и маленькие видео. И вы увидите этого вредителя в лицо. Да, и будете знать его в лицо. Что я делаю? Первое, что я делаю, я всегда начинаю искать информацию, как бороться с этим вредителем, какие жизненные циклы у этого вредителя, откуда он появляется, как он размножается, какие у него стадии развития, как долго с ним бороться для того, чтобы подобрать препарат. Ну, кстати, о препаратах я тоже недавно рассказывала большое видео, и препарат я взяла тот, о котором я рассказывала в этом видео. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Но сначала же нужно узнать вот эти жизненные циклы, как живет, и как же это было интересно читать про этого злостного вредителя. Я никак не могла понять. Весной из яиц вылупляется тля. И называются они девственницами. Но бывают девственницы, которые обособленно живут на том месте, где они вылупились, а бывают крылатые и тоже девственницы. Так вот, много пришлось прочитать статей, чтобы понять, что эти девственницы, которые находятся на одном и том же месте, они могут в день отложить от 15 до 20 яиц. И из них тоже вылупится девственница. И так растет колония. Колония огромная.
очень быстро тля сама себя воспроизводит. Наряду с девственницами, находящимися на одном и том же месте, появляются крылатые девственницы, которые летают и как раз разносят эти яйца. Вернемся немножко. Девственницы, оказывается, могут откладывать не только яйца, но могут быть и живородящими. Это вообще из области фантастики, но вот так устроен этот мир, по крайней мере, у тли. Ну, а крылатые перелетают с цветка на цветок и увеличивают колонии этого вредителя. А дальше еще интереснее. Вот так все лето они размножаются, а к концу периода, но это, конечно, на улице. Здесь они могут размножаться так, наверное, очень долго, потому что температура в квартире не меняется. А в уличных условиях, там, где температура будет изменяться и сильно, к сентябрю-октябрю появляются мужские и женские особи. Они спариваются и оплодотворяют яйца, которые закладываются на зиму, зимуют, и весь процесс, ну то есть круговорот этот повторяется опять в мае. Из тех яиц, которые отложены осенью, опять появляются девственницы, и все идет по кругу, если с этим вредителем не бороться. И самый главный борец с тлей – это божья коровка. Взрослая божья коровка может употребить в пищу за день до 50 штук тлей. Не знаю, как ударение поставить. Вот муж очень просит рассказать историю про божьих коровок. Тля – это не новый вредитель, он очень старый. И есть много вот бабушкиных, дедушкиных методов борьбы с этим нашим для меня новым врагом. Но и божья коровка являлась всегда в природе основным поедателем этой тли. Так вот, в советские времена с самолетов и вертолетов... Не с самолетов. С самолетов? Конечно, не было вертолетов тогда. С самолетов выбрасывался, ну, в кавычках, скажем, десант божьих коровок. И сейчас даже можно купить коробочку с божьими коровками и, соответственно... В теплице. В теплицах борются такими методами. Специально выращивают божьих коровок для того, чтобы они поедали тлю. Это очень удобно. Это просто замечательно, потому что нам придется, конечно, бороться какими-то, ну, не дедовскими методами. Но хозяйственное мыло, например, использовалось в борьбе с тлей. Разводили хозяйственное мыло плюс спирт. Ну, для орхидей спирт весьма губителен. Какими только настоями не борются с этим вредителем. Ведь в садах его действительно на розах очень много. На своих орхидеях я встречаю первый раз. Мне очень понравилось 100 грамм апельсиновых корок на литр воды настоять и опрыскивать. Наверное, это замечательный метод, но я не стала этого делать. Может быть, ближе к зиме я действительно сделаю такой настой и опрыскаю все орхидеи, потому что и запах будет приятный, и профилактика не помешает орхидеям. Но сейчас я выбрала другой препарат. Но про тлю божьих коровок можно рассказывать бесконечно. Это действительно очень интересно. Как все-таки устроен мир. И как одни выживают, а другие питаются за счет этого. В общем, это все интересно. Если вам действительно хочется это узнать, почитайте статьи в интернете. Это очень увлекательно. Но я выбрала вот такой препарат. Матрин Био. И почему я выбрала именно этот препарат? Потому что это биопрепарат. А все знают, что у меня 3 кота и собака. Хочется, чтобы они тоже были здоровы.
Биологи рекомендуют сначала бороться с этим неприятным вредителем с помощью биопрепаратов. А если уже прошло 3 обработки, и у вас какая-то попалась невероятно злостная тля, а их более... Ой, в одном источнике прочитала, что более 800 видов, в другом, что более 5000. Давайте где-нибудь остановимся на средней цифре, пусть это будет 2000 разновидностей тли. Но на орхидеях чаще встречается такая светлая, зелененькая, вот вы уже видели фотографии, которые я сделала, вот такая небольшого размера до миллиметра она. И опять же, невооруженным глазом ее не увидеть, только по признакам, что именно свежий, молодой лист в точке роста поражается этим вредителем, потому что он самый нежный, самый легко прокусываемый, легко повреждаемый. Поэтому все это сосредотачивается в точке роста. Вот такой жесткий лист тле уже сложно прокусить. Так вот, вернемся к препарату. Я смотрю инструкцию и действую всегда только по инструкции. Даже если вы приобрели препарат и не видите на нем инструкции, как разводить для каких растений, ну вот здесь написано роза и комнатные растения, то поищите инструкцию в интернете, как разводить препарат. Пишите. Не надо голосовым вопросом пытаться найти. Всегда можно написать этот вопрос, задать его в Гугле, в Яндексе, там, где вам удобно это сделать. И поискать инструкцию, как разводится тот или иной препарат. Я разводила. Здесь прямо написано 1,5 мл на литр воды. Вот можешь сделать крупнее. Но прежде чем начать обработку этим препаратом, я взяла ватные диски. Для каждого растения отдельный ватный диск. Развела препарат, намочила ватный диск в этом препарате, убрала эти все медовые липкие капли и только потом полностью опрыскала растение. Но не только растение, а грунт тоже. Много есть в интернете рассказов о том, что поставьте под душ, смойте всего вредителя водой. Это все прекрасно, но это все прекрасно, когда это делается дождем. А здесь вы обязательно смоете вредителя в грунт. И в точку роста. И в точку роста, и в пазухи. Но из грунта тля выберется и опять найдет то любимое место, где ей удобно грызть растения. Поэтому, когда опрыскиваете, грунт тоже промачиваем на 1-2 сантиметра. Это биопрепарат, который взяла я. Можно взять Актару, можно взять Актелик. Есть еще замечательный немецкий препарат Конфидор. Но здесь чего проще, тут даже на картинке тля нарисована. Если вдруг на ваших орхидеях появился этот вредитель, обязательно с ним боритесь. Причем я буду делать 3 обработки. Каждые 15 дней. Потому что если отложены яйца, то через 15 дней вылупляется Половозрелая особь. У них там очень сложно все. Вот это, казалось бы, такой маленький прозрачный вредитель, а вот эти стадии развития у них
совсем другие. И там все сложнее. Даже не буду объяснять. Действительно, кому это интересно, просто почитайте. Но я для себя решила, что каждые 15 дней 3 раза с минимальным увеличением дозы препарата я буду обрабатывать эти орхидеи. Их 6 штук, и поставила я их отдельно. Самое было сложное найти отдельное место. Потому что если опять же появится летучая особь с крыльями, то может заразить и следующие орхидеи. Но сейчас я обработала всю полку, все орхидеи, которые были на той полке рядом с этими зараженными орхидеями. Но, как всегда, глаза боятся, а руки делают. Борьба продолжается. И надеюсь, и даже уверена, что эта борьба будет успешной. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Спасибо. Сёмочка. Сёма, тебе было интересно? Скажи, обещали про божьих коровок, рассказали про тлю. Обманули.